думаете о фильме Шьямалана «Стук в дверь»? Ну, видимо, имеется в виду там или «Хижина в лесу», или, это предпоследняя картина Шьямалана. Я ее недавно посмотрел. Там фабула та, что гомосексуальная пара, воспитывающая девочку, приезжает отдохнуть в лес, к ним приходят загадочные 4 люди разные. Они никогда друг друга не знали, но нашли друг друга по таинственным видениям, которые их посещали. А эти, видения привели их к этой хижине, и одного из 3 герои должны принести в жертву. Либо одного из отцов, либо девочку. И тогда они спасут мир. А мир, там телевизор все время показывает катастрофу, наводнение, мир с очевидностью гибнет. Уже после фильма Шьямалана про, Господа и, условно говоря, жену Господа, забыл, как называлась эта картина, то ли мама, то ли папа с восклицательным знаком, как-то она называлась. У меня возникло ощущение, что он в хорошем смысле отвязался, отморозился, что он начал снимать то, что приходит ему в кошмарных снах. Я это уважаю. Ранние фильмы Шьямалана были поразительно, нормальными. И «Знаки», в общем, нормальная картина, поэтому она и напрашивается на пародию. И «Шестое чувство» – нормальное кино, при том, что очень хорошо придуманное. Шьямалан сегодня рассказывает такие сумасшедшие идиотские притчи, идиотские, потому что логичные, но в это веришь. Он поймал, особенно в этой хижине в лесу, он поймал ощущение действительно рушащегося, действительно сошедшего с ума мира. И распад сюжета, распад формы, он тот же, что и в фильме «Думаю, как закончить», и тот же, что и в очень любимой мной тоже картине «Оставь мир позади». Это апокалиптика, а распад сюжета как форма сюжета. И главное, мне очень нравится, это точно там сделано в финале, когда выживший один из пары и девочка идут по городу и видят, что жизнь медленно возвращается в нормальное русло. Жертва принята. Это очень страшное ощущение, но снято это хорошо и почувствовано это точно. Нет, Шьямалан замечательный, я очень жду «Ловушки», как раз фильма, которого на август намечена премьера. Но я по многим причинам жду августа, сентября, октября. Это будет очень интересное время, и в Америке особенно.